Надеюсь, это будет нашей традицией. Коллеги, так как я сегодня и техподдержка, и спикер, я сейчас прям на несколько минут займусь техническими вопросами, чтобы у нас трансляция пошла на сайт. А вы пока вот послушаете цыган. Так, Слава, жги.
Ключевое слово было «не буди». Вот я сегодня чуть не проспал, конечно, этим не горжусь абсолютно, вот, но успел. Вчера сидел до 2 часов, смотрел замечательный сериал «Пацаны» называется. Кстати, рекомендую, у кого есть время на просмотр сериалов. Но у меня просто настроения не было работать, трудиться точнее, и вот посвятил себя смотрению сериалов. Итак, коллеги, приветствую всех, кто смотрит нас сейчас вживую. Нас — это нашу дружную компанию, которая, надеюсь, через минут 30 войдет в комнату, ну не все, но кто-то войдет. Это участники чата Vivastars Content. Приветствую всех, кто смотрит нас в социальных сетях, на Ютубе, на любимом, ВКонтакте замечательном, в Одноклассниках теперь для меня абсолютно непонятно, да? В Фейсбуке, к сожалению, сегодня опять трансляция не идет, буду разбираться с рестримом, что-то меня радует и радует этот замечательный сервис. Но сервис, правда, прекрасный. Благодаря именно ему мы транслируем сразу во все, скажем так, места, как было написано в объявлении. Но основное место, где идет трансляция, это наш вебинарный сайт. Вот это не надо вам показывать, это изнутри. А вот он и есть наш вебинарный сайт. Ссылку на этот сайт я размещаю, и люди, которые приглашают на него, а именно об этом сайте, потому что он является как бы центром проведения наших презентаций, продукта, бизнеса. Я сегодня поговорю, когда буду рассказывать о методике, в которой мы работаем, ну и не только мы, а все, кто понимает, что именно так можно правильно рекламировать продукцию и компанию. Вот этот сайт. Я его вам показываю. Он очень простой, тут проще не бывает. Окно трансляции, форма сбора обратной связи. То есть, если у вас возник какой-то вопрос к человеку, который проводит вебинар, вы заполняете эту форму, и с вами связываются и грамотно вас консультируют. Ну и, конечно, место, где вы можете задавать свои вопросы во время трансляции, то есть писать свои комментарии. Поэтому, если вы смотрите сейчас с сайта, то пожалуйста, пишите, я тоже буду сюда заглядывать. Но благодаря сервису Restream я сейчас покажу свою панель управления. Посмотрите, какое количество каналов подключено. То есть подключено дофига, но смотрят, вот как всегда, больше всего ВКонтакте и на Ютубе, на моем канале, который я как бы забросил, к сожалению, но буду заниматься. Вот все это делает сервис Restream, панель управления, которую я вам сейчас и показываю. Итак, коллеги, что сегодня у нас будет на нашем сегодняшнем эфире? Я постараюсь его не затягивать. Говорить будем о онлайн-обучении. Кто посмотрел пост, который я раскидал по всем социальным сетям, естественно, нашли ошибку, которую я там написал. Это онлайн написал некорректно, но сегодня будем говорить именно об онлайн-обучении. Я вам расскажу свое видение, почему я могу об этом говорить, потому что все-таки я довольно долго трудился в ВУЗе, работал доцентом, у меня кандидатская степень, то есть немного разбираюсь и в обучении, в методике обучения, увлекался этим достаточно долго, учился у разных людей учить, у саентологов много интересного цепанул, но сегодня об этом рассказывать не буду. Я сегодня вам расскажу, как все-таки построить эффективное обучение команды. Я считаю, что это очень важный момент, потому что недоученные партнеры – это всегда проблема в любом бизнесе, то есть чем бы вы ни занимались. То есть если люди, которые работают с вами вместе, не понимают, что они делают, не умеют профессионально выполнять те задачи, которые вы перед ними ставите, это постоянные проблемы. То есть получается, что единственный человек, который работает в компании, в любой компании, это люди с опытом. Ну, чаще всего так оно и бывает, но если, скажем так, новички вам не помогают, не втягиваются в работу, у вас нет методики обучения этих людей, то такая компания не развивается. И неважно, каким бизнесом вы занимаетесь, понимаете, потому что когда вы куда-то уходите, у вас там все вот так вот становится. Из-за чего? Да потому что ваши сотрудники или ваши партнеры, они вообще делают что-то совершенно не то, не так и не продвигают, а по большому счету рушат ваш бизнес. Вот чтобы этого не было, создаются различные обучения. И кто-то это делает хорошо, кто-то это делает плохо. Так, я сейчас вернусь в
чат. Ну, естественно, Юля. Юль, привет, я сейчас включу твой комментарий. Вот она ты, видишь, вот она. Вот, приветствую, Людмила, Татьяна, Лариса. Вот видите, все-таки люди не спят. Да, люди не спят, это радует. Коллеги, пожалуйста, задавайте свои вопросы, если они у вас будут, потому что все-таки я сегодня расскажу о апдейте, полностью о апдейте нашей обучающей платформы VivaStars. Расскажу даже, как в нее попасть, кто еще до конца этого не понял. Даже ссылку кину, но расскажу более простой способ, как регистрироваться на платформе. Сразу хочу сказать, что не будет никаких таких коммерческих предложений, там, ребята, давайте все к нам учитесь. Нет. В первую очередь, конечно, наши вот эти встречи, они для людей, то есть для наших партнеров, которые работают в компании Vivasan, потому что мы сделали, с моей точки зрения, достаточно достойный продукт, и который однозначно будет помогать людям, которые работают в Vivasan, вот именно учить своих партнеров. То есть снимать себе часть работы, не всю, конечно, то есть не надо думать, что именно так это происходит. Нет, а часть работы наша обучающая платформа снимает для обучения новичков. И, конечно, она делает очень важное, то есть мы даем работающий инструмент, к которому вы можете подключиться, начать использовать и начать продвигать именно свой бизнес. Вот об этом я сегодня, надеюсь, расскажу. А для тех, кто заинтересуется, как я вот там правильно написал в рекламном объявлении, я расскажу, как построить свою обучающую платформу, свое обучение, скажем так, по-простому, достаточно быстро, с вложениями вообще минимальными. Так, сейчас попытаюсь, Юль, твой комментарий отключить, а он не отключается. Все пропало. Вот отключился. Не отключился другой. Вот так. Если так? Вот так. Все. Разобрался. Просто студия у Рестрима очень быстро меняется. Вот сейчас появились новые кнопочки классные, причем для того, чтобы общаться коллективом. Вот, например, если сейчас кто-то зайдет еще в комнату, я могу вас очень теперь аккуратно раскладывать. То есть они сделали такую возможность. Вообще сервис замечательный. Итак, не будем отвлекаться. Начнем говорить о проблемах обучения. Итак, коллеги. Достаточно много людей, где-то, может быть, год назад еще как-то так интересно относились к дистанционному образованию, говорили, что это не работает, это все плохо, зачем нам это и так далее. Но тут бац, в одночасье все перешли, практически все перешли на дистанционное обучение. Да? И вот те, кто уже немножко занимался этим раньше, у кого уже были какие-то наработки для онлайн-бизнеса, для онлайн-обучения, вот этот переход на обучение или ведение своего бизнеса, особенно если он связан с обучением, а именно через интернет в онлайне, перешли легко и просто. То есть не было никаких вот этих жесткачей, там все стало, ничего не работает. Нет, эти люди очень аккуратно вошли на такой новый уровень своего развития. Сейчас очень много компаний, если мы будем даже говорить об MLM-компании, все-таки компания, в которой я работаю, Vivasan, это все-таки MLM-компания, компания прямых продаж. Мы занимаемся продуктами для здоровья, я так их называю, потому что, реально, вот, благодаря этим продуктам здоровье лично мое, не говорю за всех, но становится однозначно лучше. И сегодня, кстати, с вами поделюсь замечательным рецептом, который просто необходим всем, кто сейчас хочет нормально пережить праздники. Расскажу именно свой рецепт. Вот, и если ваш бизнес связан с MLM, а это значит команда, если вы строите бизнес, однозначно этих людей надо учить. И очень многие MLM-компании строят свои обучающие платформы. Их достаточно много. Вот прежде чем создавать что-то для нашей компании, для нашей структуры, для структуры Ольги Васильевны Шерешевой, я работаю в офисе Vivasan Воронеж, я сотрудник, технический специалист, скажем так. Я посмотрел, изучил, проанализировал, можно разные слова там употреблять, различные обучения, которые сделаны на данный момент, то есть сделаны именно сетевыми компаниями. И могу сказать, что у кого-то хорошо получается, у кого-то не очень, у кого-то получается через одно место, и это место абсолютно не связано с головой. Почему?
Да тут как бы все очень просто. Ну, ничего сложного везде нет, потому что все реально просто. Вот почему у людей не получается нормально учить свои команды? Да потому что, в принципе, у них нет вот этого опыта обучения. Потому что если вы чего-то достигли, да, даже получили какой-то результат, и теперь решили, что вы, блин, Макаренко, извините, коллеги, ну нет, такого не бывает. Я очень много людей в жизни знал, которые знали что-то, да, но не могли донести информацию, да, до своих учеников. Да. Они как-то сразу быстро становились педагогами, да, учителями, а учитель – это очень, наверное, одно из самых значимых слов, одна из самых значимых профессий, потому что ошибки учителей, они самые болезненные. То есть, наверное, врачи так не ошибаются, как учителя. То есть учитель может, блин, просто реально поломать судьбу человека там, своими неграмотными действиями. И вот когда такие люди начинают учить, я не буду тут приводить примеры, я не буду говорить об Игоре Крестинине, извините, но как-то все время это со слов сливается. Но вот такого плана люди, которые ну, реально не умеют учить, потому что обучение – это всегда система. Вот система донесения знаний. Если у вас нет системы, если все ваше обучение – это набор каких-то непонятных, не связанных уроков, понимаете, если вы начинаете изучать какой-то материал, и его можно спокойно начинать с 6-го урока, потом переключиться на 1-й урок, потом на 12-й, и ничего не поменяется. Вот реально ничего. Вот могу отсюда смотреть, могу вот отсюда смотреть, все то же самое. Пример – порнуха, да, с какого момента не смотри, смысл уже понятен. И чем закончится, и что будет, да. Вот в таких обучениях, которые можно смотреть с любого места, и не понимая, зачем ты это смотришь, вот, ну, это не обучение, понимаете. То есть обучение – это всегда система. Кто работал в ВУЗе, знает, что такое учебный план. Ну, если вы ни разу его не составляли, народ, все, что я вам сейчас говорю, у вас так о чем это он, да? Ну, потому что учебный план – это то, что позволяет людей учить эффективно. То есть вы знаете, с чего вы начинаете и к чему вы идете. Если плана нет, то вот получается такая вот куча мала, что хочу читаю, зачем читаю, никто не понимает. Это первая проблема, нет системности в обучении. И вторая проблема, ну их еще достаточно много, я озвучу. Это, конечно, учат люди, которые уже давно не занимаются тем, о чем они рассказывают. Сейчас очень много людей, которые занимаются обучением MLM-компаний, они уже давно не работают в MLM. То есть они сейчас инфобизнесмены. Инфобизнес – это, конечно, хорошее направление, но, опять же, туда пришли люди, которым там быть вообще нельзя. Вот реально им там быть нельзя. Это люди, которые вот из этого понятия инфобизнес уже сделали хуже, чем MLM. Вот для многих MLM это, ну, во всяком случае, раньше было, сейчас не анализировал, да, как люди на это реагируют, наверное, тоже не стали лучше. Но сейчас вот инфобизнесмены это еще хуже, потому что крайне мало есть людей, которые, во-первых, умеют учить и которые рассказывают о том, чем они сами занимаются. Вот таких вообще людей единицы. То есть люди, которые учат тому, чем они занимаются сами, их крайне мало. Вот, но этих людей сразу видно. То есть пообщавшись с этим человеком, послушав его уроки, посмотрев, как он объясняет, как он уверенно либо неуверенно нажимает на кнопки, вы сразу понимаете, он сам это делает, либо он когда-то это делал, а сейчас он уже этим не занимается. И вот понимаете, когда начинается вот такое обучение бессистемное, человек рассказывает о том, что было бог знает когда. Вы поймите, что никогда после такого обучения вы ничего хорошего не получите. И вот только по этой причине люди, которые покупают какие-то курсы в интернете, очень часто происходит следующее. Человек отдал там 30, 50 или больше тысяч. То есть ну, сейчас обучение нормальное там стоит 80, 100 тысяч. Это как бы считается вот, ну, нормальный такой ценник. И вот люди отдают такие деньги, начинают типа учиться, и на каком-то там 5-м, 6-м или на 2-м уроке они понимают, что они вообще попали не туда. Вот. Люди вот прям реально понимают. Они не понимают, зачем они все это учат, зачем это нужно. И самое главное, не понимают, как этим воспользоваться дальше. И у людей просто, ну просто-напросто опускаются руки, и они, блин, ну,
Обучение на этом заканчивается. И что происходит? Люди, по большому счету, вкладывают деньги в свое, как они считают, развитие. Но развития никакого не происходит. Чаще всего происходит, ну, прямо противоположное. Люди разочаровываются в том направлении обучения, в котором они купили. Да? Люди, ну, начинают, мягко говоря, считать, что они глупые, что-то они не понимают, а на самом деле здесь глупый, не понимающий и, скажем так, нечестный, потому что человек берет деньги за услугу, которая вообще некачественна. Это вот человек, который проводит такое обучение, понимаете? И тут не надо считать, что вы там «здравствуй, дерево». Нет. Если вы, ну, скажем так, добросовестный человек, который любит трудиться, да, вы в любом обучении найдете что-то для себя эффективное. Но чаще всего то, что заявляется на продающем вебинаре, и то, что на самом деле получает человек, прошедший обучение, это, мягко говоря, ну, вообще совершенно не то. Поэтому к чему я вот это вот все вам рассказал, что вы вообще бросили учиться? Нет, абсолютно не надо бросать учиться. Надо понимать, что попью ничего, да, это кофе. Нет, это кофе с цикорием. Нет, абсолютно бросать учиться нет смысла, потому что как только вы бросаете заниматься саморазвитием, то вы вообще на себе ставите крест. Нет, обучаться надо, но нужно искать такие обучения, которые приводят к практическому результату. Когда в процессе обучения вы уже выходите на какой-то результат. То есть нужно учиться у реальных практиков. И мне как-то вот везло по жизни. Я видел этих людей, я общался и общаюсь с этими людьми. Да? То есть сейчас, например, вот последний пример, Сергей Костенков, это бойлерный человек, который занимается продажами. Да? То есть я, когда вот несколько лет назад был у него на тренинге, это был такой классический тренинг, но я видел, что человек рассказывает о том, чем он занимается. Но он, правда, занимается продажами, когда в прямом эфире он начинает продавать, прям вообще очень интересно смотреть, вот все это обыгрывать. Так, класс, специалист, да? Сейчас они учат по-другому. Они, по большому счету, сейчас даже не учат бизнесменов, они просто берут и выстраивают вместе с ними их отдел продаж, делают его эффективным. Вот прям такое обучение на практике. То есть делаем это вместе, да, получаем вот такой результат. Поэтому наше обучение, которое мы сделали для своих партнеров, оно пошло именно вот по такой схеме. То есть мы не стали делать каких-то теоретических уроков, которые рассказывают в общем о чем-то. Да? То есть по большому счету то, что сейчас мы предлагаем для наших партнеров компании Vivasan, это все-таки не обучение, это техническая инструкция, то есть инструкция по эксплуатации. У нас есть работающая схема. Я сейчас включу демонстражку и покажу. Вот я сейчас нахожусь на лендинге нашей обучающей платформы, которая рассказывает и для кого, и для чего мы ее сделали. Вы это можете почитать. Я сейчас вкратце скажу, что наше сейчас обучение состоит из 3 частей, конкретно из 2 сейчас на платформе. 3-я часть для лидеров в процессе создания, и о ней тоже расскажу, когда доделаю. То есть 1-я часть нашего обучения, такого информации, это часть, связанная с информацией о продукции компании, о бизнес-плане компании, о маркетинге компании. То есть такая вводная информация, которую новичок обязательно должен получить. Вы представьте, пришел человек к вам в бизнес, в команду, да, он пришел чаще всего либо на вас, либо на какой-то конкретный продукт, он далеко не все знает о компании, да и вообще он практически ничего не знает о компании. Да? И, конечно, если это человек интересующийся, ему нужно дать эту информацию. Конечно, кому-то это нравится читать в виде книг, которых очень много, там, читать на сайте, ходить на какие-то мероприятия, которые мы, например, сейчас 2 раза в неделю проводим. Да? Но все, что нужно человеку для того, чтобы войти в бизнес, узнать о компании Vivasan, мы выложили в ознакомительной части. Это серия видеоуроков от самого президента компании, от нашего генерального директора Ольги Васильевны Шеришевой и от наших менеджеров, которые рассказывают о тех продуктах, которые они сами пользуются. То есть, когда человек чем-то пользуется, получает результат, он об этом очень хорошо рассказывает. Вот все эти видеоуроки мы сложили в одну часть, назвали ее «Этап ознакомительный». Пожалуйста,
Проходите бесплатную регистрацию, получайте доступ к обучению и начинайте изучать. А все, что вам нужно сделать для того, чтобы зарегистрироваться, это просто-напросто вот заполнить вот такую регистрационную форму, то есть указать свою электронную почту, да, указать контактный номер телефона и свое имя и отчество. Все, и нажать кнопку «Отправить». Подождать, пока ваша заявка будет обработана, вот, дождаться вот такого письма, которое придет вам на почту. Да. В этом письме будет просто ссылочка, вы на нее нажмете, придумайте пароль для своего личного кабинета. Логин у вас уже есть, это ваша почта. Придумали пароль, вам автоматически выписывается личный кабинет. И вот в этом кабинете вы выполняете очень простое действие. То есть выбираете раздел обучения, вот видите, тут написано, раздел спонсоров, обучение спонсоров, и подключаете первый урок. Все. Вы получаете доступ к нашей обучающей платформе, то есть во всяком случае к первой ее ознакомительной части, которая никого ни к чему не обязывает. Хотите, посмотрите, как мы все это сделали. Вот так как все-таки наше обучение выстроено на движке не нашем, это движок или, скажем так, система «Век роста», сервис лучше назвать, сервис «Век роста», да, на этом сервисе очень много компаний построили свои обучающие платформы, естественно, все хотят зарабатывать деньги, и сервис начинает активно себя продавать. Я вот тут написал, это уже на ваше усмотрение. Я вам сразу не рекомендую там ломиться в эти квесты «Век роста», там, потому что это очень много временных затрат от вас потребует. И все-таки основная задача всех этих действий платформы «Век роста» для того, чтобы вам что-то продать. Наше обучение, оно абсолютно бесплатное, ни к чему не обязывает. Просто прошли регистрацию вот эту вот элементарную и начинаете проходить этап ознакомительный. Этап ознакомительный мы сделали в первую очередь, конечно, для наших новичков, то есть для людей, которые пришли в компанию, ну и, конечно, для всех, кто вообще интересуется здоровым или здравым образом жизни. Потому что сейчас очень много противоречивой информации, очень много. То есть все лекарства, которые сейчас продаются, все там вакцины, они там мертвого на ноги ставят, да? Но вот вы можете посмотреть более честную информацию от людей, которые сами пользуются этой продукцией и получают какие-то результаты. Все эти действия ничего от вас не требуют, но кроме времени. Так, я сейчас немножко вернусь. Демонстрация экрана. Сорян, да. Демонстрацию экрана я включил, молодец, я включил демонстрацию экрана, но вы ничего не видели, потому что я это окошечко забыл вот так вот развернуть. Блин, сорян. Все. Ну, тогда сейчас быстренько еще раз покажу вам. Вот наш лендос, ссылочку на который тоже покажу, где взять. Вот он на себя вот так выглядит, это ознакомительная часть, а вот здесь вот внизу, в самом низу, вы видите именно бланк регистрационный и вот те действия, которые я тут вам даже пронумеровал, чтобы вы понимали, что и как вам надо делать. Вот, так, поспешил, извините, да, демонстрацию экрана не включили, да, Татьяна? Нет, я ее включил, но это окошечко не сделало активным. То есть у Рестрима есть такая функция управления окнами. То есть вы как человек, который создает трансляцию, всеми этими окошечками управляете. Но, извините, просто проспал сегодня реально. Еще так в голове чего-то там не совсем до конца. Да, Тамар, доброе утро. Так, я вижу, тут люди подтягиваются еще. Но вы подходите прям именно к самому интересному. Сейчас я буду рассказывать именно о том, что мы сделали для именно привлечения партнеров. Так, доброе утро, Татьяна, еще Татьяна. Так, анонимам тоже доброе утро. Я читаю то, что написали на сайте. Окей. Итак, коллеги, платформа наша, она в первую очередь, конечно, для новичков. То есть вот то, что сейчас у нас реализовано, это для новичков, которые пришли в компанию, и для людей, которые интересуются здоровым образом жизни, как я уже сказал. Но в ближайшее время я все-таки сделаю то, что планировал сделать, это именно часть для лидеров. Но когда она будет готова, я не расскажу. Сейчас просто не буду тратить на это время.
Расскажу все-таки основную часть. Основная часть – это именно работающая система. Еще раз повторюсь, мы не стали делать никакого-то глобального обучения. Мы взяли уроки президента. А это человек, который построил международную компанию, да, то есть это человек, который знает, как выстраивать бизнес, причем бизнес, который приносит результат в виде дохода, в виде развивающейся структуры, и реализовали то, что предлагает президент делать для эффективного развития своей команды, развития своей структуры. Да. Он предлагает проводить презентации. Но если вы найдете или скажете мне какой-то другой, более эффективный способ построения команды в MLM, рекламы, правильной рекламы продукции либо бизнеса, ну, назовите это, напишите там в комментариях, я сейчас увижу. Потому что если вы честно посмотрите, проанализируете, как люди приходят к вам, да, они приходят к вам после каких-то личных встреч, которые только презентацией правильно и назвать. То есть люди встречаются со специалистами, которые грамотно что-то рассказывают о компании, о продукции, да, они показывают, что они в этом разбираются. И после вот таких презентаций мы получаем заинтересованных или уже готовых людей в вашу компанию, в вашу структуру. То есть все, что нужно делать, это проводить презентации. Делать это хорошо, учиться проводить презентации, учиться выступать на камеру, делать это интересно, общаться с людьми. Вот я сейчас, например, с вами не общаюсь, да, то есть я сейчас лью в одном направлении, да, не даю никому слова сказать. Это не совсем верно. Ну, сорян, спешу по времени. То есть учитесь проводить эти презентации, а большинство людей, которые построили структуры, они умеют это делать в жизни. Да? Сейчас просто нужно научиться то же самое делать вот так вот, сидя перед камерой. То есть также рассказывать увлеченно о тех продуктах, которыми вы пользуетесь, которые всегда у вас под рукой. Да? Но почему это у меня под рукой, я надеюсь, сейчас расскажу. Ах, как же я буду все показывать. Ладно, покажу. То есть специалисты проводят эти презентации, но чтобы эти презентации приносили какой-то результат, на эти презентации надо приглашать. Вот нужно научиться делать две вещи. Причем эти вещи, они разделяют, или два действия, они разделяются между людьми, специалистами, которые проводят презентации, и между людьми, которые еще не специалисты, но новички, да, но они могут приглашать, если их научить, как это делать, как выполнять простые действия по приглашению людей на презентации. Но человек будет работать только в одном случае, если он видит результаты своей работы, и ему за это, скажем так, платят. Ну, давайте вот так вот честно говорить. Ну, может быть, не деньгами, да, но какими-то результатами. То есть кандидатами именно в его структуру. Я вот сегодня активно приглашаю, я привел на презентацию, которую будет проводить интересный, например, мне человек, там, которому я полностью доверяю. Я ему привел 100 человек. Из этих 100 человек я получил 10 заявок, то есть контактов людей, но именно себе. То есть не человеку, который провел эту презентацию. То есть я не для него привожу людей, я просто привожу людей на его презентацию. Он это все делает хорошо, и мной приведенные люди, они остаются мне. Ну, те, кто заинтересовался, понимаете? Вот такая очень простая, эффективная работа. Кто-то проводит презентации, кто-то на них приглашает. И вот основная часть нашего обучения – это именно техническая инструкция, как подключиться вот к этой простой схеме, как подключиться к схеме проведения презентации в интернете. Причем подключиться может каждый, вне зависимости от того, там, специалист в социальных сетях, либо вообще можете просто только открыть какой-то сайт, да, там, умеете ли вы пользоваться мессенджерами, либо не умеете. То есть даже люди, которые вообще не умеют ничего делать с компьютером, но умеют с людьми общаться по телефону, вот так вот позвонив, они тоже могут подключиться и также эффективно работать, и тоже получать результат от того, что мы сейчас делаем в интернете. Потому что сейчас... Но большинство бизнесов, их заставили перейти в интернет. Ну, давайте уж честно говорить, да. Кто-то бы с удовольствием бы работал вживую, да, ну нельзя, ну нельзя, закрывают, да. Поэтому переходить сейчас в интернет точно так же, как и носить маски, да, нас заставила жизнь. И тут нельзя уже сопротивляться, нужно как-то очень быстро подстраиваться.
Потому что президент рассказал о системе проведения презентации для любого, скажем так, в любом месте, ну, наверное, не лучшее выражение. Но то есть вы по методике, которую рассказывает президент, можете проводить презентации в жизни, то есть встречаясь, если у вас есть такая возможность, да, либо по этой же самой методике практически вы можете это делать в интернете. И вот сейчас я еще раз включу демонстражку, разверну вот так вот и покажу вам именно, как работает наша система по шагам. Вот здесь в основной части нашего лендоса, да, который называется «Практическая реализация уроков президента», это такой сейчас самый большой курс по количеству уроков. Он, наверное, даже больше, чем ознакомительная часть. Хотя ознакомительная часть, она будет дополняться. Я надеюсь, что еще кто-то подключится к написанию уроков о тех продуктах, которыми они пользуются. Да? И здесь, да, на один урок больше. В ознакомительной части у нас 17 уроков. На данный момент практическая реализация 18 уроков. Но по временным затратам не так много получилось, потому что уроки достаточно короткие, в среднем где-то 10 минут. Причем есть еще не обязательные уроки, это для тех, кто очень интересуется, как же вся эта схема работает. Эти уроки у нас на платформе помечены прям конкретно, то есть не обязательные для просмотра урока. И вот посмотрите, как работает эта система. Почему она 100% рабочая? Потому что она выстроена на основе рекомендаций нашего президента и на основе той схемы, которая работает у вас прекрасно вживую. Да? Но это схема именно презентации продуктов либо бизнеса. Для того, чтобы начать пользоваться или подключиться к нашей схеме проведения презентации, это может сделать реально любой человек после бесплатной регистрации на нашей платформе. Вот первый шаг – это бесплатная регистрация. Зарегистрировались, получили доступ к личному кабинету. В личном кабинете мы начинаем изучать уроки ознакомительной части, потому что если вы приглашаете людей на презентацию какой-то компании, не знать, что это за компания, но это как-то, наверное, не совсем порядочно будет. Вот эти вот уроки вводной части. Дальше вы изучаете 2 урока нашего президента, в которых он рассказывает именно о системе, которую нужно построить, именно о системе презентации, как на эти презентации правильно приглашать. Тут прям конкретные практические рекомендации, как общаться с людьми, как задавать активирующие вопросы. Очень качественная информация, очень понятным языком и с очень приятным переводом. То есть вот переводчик, ну прям я его с удовольствием пересматриваю, переслушиваю и так далее. Вот. После того, когда вы прошли эти теоретические уроки, да, у вас появляется доступ к тому, что необходимо дать людям, новичкам, для успешной именно их работы. Это промо-материалы. Что такое промо-материалы? Это уже готовые рекламные материалы, это картинки, это видео, это тексты постов. Это то, что нужно размещать, если основной источник привлечения людей на онлайн-мероприятия у вас в социальной сети. То есть нужно что-то выкладывать, как-то правильно рассказывать именно о предстоящем мероприятии. Вот это и есть промо-материалы. Мы сейчас собираем целую базу этих материалов. У нас вот отдельный чат с участниками, которого, я надеюсь, вот после, да, уже так через 15 минут начну разговаривать. Это промо-материалы, которые мы создаем и обсуждаем, потому что если нет качественных рекламных материалов, если реклама больше антиреклама, то есть если реклама не показывает, насколько ваш качественный продукт, а показывает, насколько вы некомпетентны в каких-то вопросах элементарных, да, там не можете сделать хорошую картинку, не можете написать классный текст, да, конечно, такая реклама работать не будет, либо будет работать только среди тех людей, которые вас очень хорошо знают и вам доверяют. Но задача рекламы – привлечь именно новых людей. И вот наш чат именно и создан был для того, чтобы создавать вот такие качественные материалы. Почему они качественные? Ну, потому что мы используем профессиональные инструменты, об одном которых я сегодня расскажу. Но самое главное, у нас идет именно обсуждение того, что мы делаем. Вот, получили доступ к рекламным материалам и затем подключаем в личном кабинете вот этот наш вебинарный сайт. То есть у всех будет ссылка на вот этот сайтик, но у всех будет ссылка именно своя.
То есть сайт один, но каждый получает именно свою ссылку. Вот если вы зайдете на мою страничку в социальных сетях, то вы увидите, ну вот, например, сейчас я зайду к себе в контакт. Извините, надо было чуть заранее открыть. Вот идет сам эфир, поставлю себе любимому лайк. Вот, а вот посмотрите рекламный пост. Ну, вчера опять увидел, что я сделал ошибку онлайн. Но никто почему-то не сказал об этом. Уже, наверное, привыкли, уже тоже стали делать ошибки, я вижу. И вот посмотрите, вот он рекламный пост, а вот ссылка лично моя на этот вебинарный сайт. И вот каждый человек получает свою личную ссылку. Для чего? Да только для того, чтобы люди, которые заполнят вот эту форму с анкетными данными, да, чтобы эта анкета прилетела лично мне, лично в мой кабинет. Так, кто-то там пишет у нас в чате. Я сейчас, кстати, покажу, как выглядит личный кабинет. Ну вот смотрите, вот как раз вот эти вот новые анкеты. То есть конкретно сейчас прилетело еще 2 новых анкеты. Видите, вот такие вот зелененькие штучки. То есть люди заходят по моей ссылке, смотрят видео. А сайт всегда хранит какое-то видео, либо онлайн-трансляция, как сейчас, да, либо запись проведенной трансляции, да, смотрят, пишут вопросы, на которые мы обязательно ответим либо во время вебинара, но если вы посмотрели в записи, ответим на следующем. Заполняют вот эту форму, да, и я в своем личном кабинете получаю вот эти анкеты, которые я вам сейчас вот и показал. Вот количество анкет, они у вас отмечается, новых анкет, такой зелененькой штучкой. Вот, подключили сайт, получили свою личную ссылку, есть все рекламные материалы, начинаем размещать вот такого вот рода рекламные посты, как вот я сейчас вам показал. То есть мы в нашем обучении рассказываем очень простые способы, легко повторяемые, потому что я не стал специально рассказывать о каких-то сложных вещах, это чуть будет позже там, для лидеров. Но для того, чтобы схема работала, чтобы к этой схеме мог подключиться каждый человек, нужно дать очень простые способы, но реально работающие. И вот мы начали именно с социальных сетей, и в социальных сетях рассказали, как можно, используя свой личный профиль, причем не надо его создавать новым, там, переделывать. Вот свой личный профиль, который вы ведете или там вели для каких-то своих целей, как его теперь сейчас вот затачивать для того, чтобы получать какую-то пользу практическую от этих социальных сетей. И вот первое – это привлечение людей из социальных сетей с помощью рекламного поста. Затем рекламного поста, который вы можете размещать у себя, либо еще даже в чужих группах. Тут тоже несколько уроков, посвященных именно работе с рекламными постами. Конечно, основная задача любого человека, который строит команду, это общаться с людьми. То есть если вы с людьми в социальных сетях не общаетесь, то есть если люди, которые у вас числятся в друзьях, это вообще неизвестные вам люди, вы ни разу им ничего не писали, народ, ну вы, значит, неправильно используете социальные сети. Социальные сети созданы для того, чтобы вы с людьми общались, то есть переписывались с ними, отправляли какие-то голосовые сообщения. И вот отдельный, наверное, самый большой урок именно рассказывает о том, как с людьми правильно общаться в социальных сетях, чтобы вас не банили. Вот этот урок, их там конкретно 2 урока, посвящен именно этому. У нас есть то, что называется чаты техподдержки и чаты, в которых мы помогаем друг другу. Вот эти вот промо-материалы мы создаем в чате. Скорее всего, именно здесь у нас вот и пишут, да, вот чат Vivastars Content. Так, возвращаюсь. То есть после того, когда вы подключились к платформе, прошли вот эти вот вводные уроки, у вас будет доступ к нашим общим ресурсам, чтобы вы могли также общаться с людьми, которые занимаются тем же, и получать какую-то поддержку от людей. Вот не получается с социальными сетями, но, например, это еще не ваше. Можете приглашать людей на вебинарный сайт по своей ссылке, используя мессенджеры, тоже у нас об этом отдельный урок. Если и с мессенджерами у вас тяжело, да, то есть вы можете хорошо, качественно людей приглашать, только общаясь с ними по телефону, пожалуйста, есть отдельный урок, как приглашать вот на этот сайт, просто с людьми разговаривая по телефону, либо даже просто с ними встречаясь. Вот не поверите, такая возможность есть, ну, потому что мы используем вот эту вот платформу Викроста, потому что у них достаточно много интересных инструментов, которые сделаны именно для сетевиков, и такая возможность есть.
А вот сейчас мы переходим к очень важному моменту, который должен быть всегда. Вот посмотрите, когда вы что-то делаете, вы должны понимать, вообще работает то, что вы делаете или нет. То есть есть ли какой-то результат от ваших действий. И это дает, такую возможность нам дает статистика. Вот опять же, в своем личном кабинете у вас, кроме раздела обучения, кроме раздела сайта, да, тут еще много еще интересных разделов, вот те же самые анкеты, да, а вот в разделе сайты есть пункт, который называется «Статистика». И здесь вы видите, какое количество людей перешло по вашей ссылке и какое количество анкет вы собрали за это время. Это тоже очень нужная информация, которая позволяет оценить результативность вашей работы. Ну а дальше, когда анкеты уже есть, вы их можете обрабатывать. Я сейчас не буду показывать в прямом эфире, как обрабатываются анкеты, потому что там личные данные людей, и мне не хочется их так светить. Но возможность есть. То есть не надо ничего записывать ни на каких бумажках, ни на каких листочках. Все можно делать внутри платформы. То есть есть такая мини-СРМ, которая позволяет ввести клиентов, да, и есть методика закрытия анкет. То есть методика закрытия анкет очень простая, то есть с людьми, которые оставили свои анкетные данные, должен связываться компетентный человек. Ну, в первое время, конечно, это ваш спонсор. Он их обзванивает с помощью при вашем присутствии или при вашем непосредственном участии. Да? И если из этих анкет мы находим людей, которые заполнили их в здравом уме и трезвой памяти, да, мы этим людям просто открываем доступ к нашей обучающей платформе. И люди попадают вот сюда, вот на это начало и начинают двигаться тоже по этому пути. Что мы получаем? Мы получаем то, что называется цепочка замкнулась. Все, цепочка замкнулась, и люди начинают делать то, что делаете вы. Итак, коллеги, если то, что я сейчас говорю, вам все понятно, пожалуйста, те, кто сейчас у нас еще смотрит, а нас тут прибавилось, как ни странно, пожалуйста, коллеги, напишите, все ли вам понятно, так ли вы видите свою систему приглашения в команду, либо, возможно, вы используете какие-то другие способы. Я сейчас отвечу и расскажу, как все-таки быстро за 490 рублей в месяц выстроить свое обучение, которое, возможно, будет принципиально отличаться от того, что сделали мы. Если не сложно, напишите, либо просто хотя бы поставьте плюсики, чтобы я понимал, что вот все Татьяны, все Ларисы, одна Тамара, вот. И бизнес онлайн Юлия Сафонова тоже еще здесь. Хотя на данный момент, сейчас я посмотрю, сколько нас всего смотрит, тут есть такая классная возможность. Здесь нет, нужно открывать такой глубокий чат. Так, ну слышу, что-то квакает, почему-то у меня в комнате не отображаются. Сейчас я открою такой отдельный чат, к которому я привык в отдельном окошечке. Ну, все-таки 18 человек нас смотрят, это более чем. Что-то вот с Инстаграмом у меня интересно, вот смотрите, вот это вот зависшее лицо или с интернетом что-то, с Инстаграмом все. До Инстаграма сегодня, наверное, эфир не дошел. Хотя там нас смотрят 3 человека. Чудеса, блин, не пойму. Все. Татьяна Болгова, спасибо. Плюсиков хватит. Будем понимать, что вы есть. Да, все понятно, написали, спасибо. Надеюсь, да. Но судя по вопросу, который сегодня задавался в чате, куда переходить, он меня просто умилил. Итак, коллеги. Если вы считаете, вот, что то обучение, доступ к которому вы получаете абсолютно бесплатно вот, к методике, которую мы выложили на своей платформе, она вас чем-то не устраивает. Ну, например, у вас свое видение, как учить своих людей. Ну нормальная ситуация, да? Вы хотите добавить лично какие-то свои уроки, там, поудалять вот уроки этого человека, хотя этот человек, который записывал уроки, он нигде не называет свою фамилию и не светит своим фейсом, да? То есть это специально делалось для того, чтобы каждый, скажем так, партнер мог выстроить свое обучение, чтобы взять вот эти готовые уроки и выложить из них свою какую-то пирамидку, либо выложить какую-то свою цепочку. Вот именно поэтому никаких фамилий, никаких призывов, там, подписывайтесь под меня, там, идите ко мне, этого в наших уроках нет.
Для того, чтобы выстроить свою обучающую платформу, вам нужно сделать всего лишь две вещи. Ну, во-первых, абсолютно бесплатно зарегистрироваться. Кстати, зарегистрироваться на платформе можно разными способами. Я вам сейчас все эти способы покажу. Сейчас, опять же, не забуду включить, растяну. У нас есть замечательный сайт, который я сейчас, опять же, снова начал пропагандировать. Почему? Потому что это сайт с очень коротким названием ЗКБВ. Вот посмотрите, вот ЗКБВ. Здоровье, красота, благополучие, Вивасан. Ну и .ру – это русскоязычная зона. Вот если вы в адресной строке наберете zkbv.ru, адресная строка это вот здесь вот вверху, а не поисковая, почему-то сюда все люди пытаются чаще всего набивать адрес. Вот если вы вобьете наш адрес zkbv.ru, он у нас есть на визитках, откроется вот такая вот страничка. И вот на этой страничке, просто послушав выступление нашего генерального директора, который расскажет, куда вы попали и что вы здесь можете получить, вы можете, добравшись до тренинг-центра и нажав на кнопочку вот сюда вот перейти, вы попадете на страничку, которую я вам сейчас вот уже показывал. Только просьба убедительная, но вот еще несколько дней эта страничка будет вот так вот отображаться на компьютере. Еще нет мобильной версии, потому что если вы сейчас зайдете на эту страничку с мобильного, у вас тут все поедет, уедет, вот все эти змейки, они у вас будут немножко по-другому, потому что сайт пока сверстан под компьютер. Хотя большинство людей заходит с мобильника, и я сейчас его буду переделывать в мобильную версию тоже, чтобы все это нормально смотрелось. Вот зашли на главную страничку ЗКБВ, нажали вот на кнопочку «Перейти», попали на страничку, на лендинг нашей обучающей платформы, почитали что-то, что вы, например, прослушали, да, опустились в самый низ, заполнили вот эту контактную форму, почитали, что вам нужно делать дальше, а вот именно только на этой страничке написан порядок действий. Почему для тех, кто и хочет регистрироваться на платформе обучающей, я вам рекомендую делать именно вот с этого лендинга. Но попасть на платформу можно, например, с наших вебинарных сайтов, то есть с нашего вебинарного сайта. Вы заполняете ту же самую форму, но ваша анкета прилетает, как я уже говорил, в личный кабинет пригласившего вас человека. Вот видите, еще две анкеты добавились, да? Вот. Я начинаю эти анкеты обрабатывать, понимаю, что вы хотите попасть именно на платформу. Все, и дальше вы получаете такое же самое письмо, потому что, понимаете, где бы вы, на каком сайте бы вы не заполнили вот эту вот форму обратной связи, все эти анкеты летят в одно место, в личный кабинет того человека по ссылке, которого вы перешли на любой из наших сайтов. То есть у нас сейчас несколько сайтов, вот вебинарный, обучающий, сейчас делаем сайт для услуги Биопульсар. Вот на каждый из этих сайтов вы можете получить свою ссылку и собирать с этих сайтов вот такие вот анкеты, которые будут сваливаться вам вот сюда, в ваш личный кабинет. Итак, после того, как вы зарегистрировались, вы получаете так называемый тариф «Новичок». Он абсолютно бесплатный, но у этого тарифа есть свои ограничения. Ограничения, они заключаются в следующем, то что на этом тарифе вы можете проходить обучение, подключать сайты, приглашать, получать статистику и так далее. Но этот тариф не позволяет вам создавать свое обучение. То есть, когда вы выберете раздел обучения, выберете раздел «Мое», да, у вас не будет кнопки «Добавить курс». А вот как только вы оплатите директорский тариф, а делается это именно из пункта вот тариф, директорский тариф – это 490 рублей в месяц. Войдя в раздел обучения «Мои», у вас появится такая кнопочка «Добавить курс», нажав на которую вы просто-напросто придумываете название этого курса, загружаете для него картинку какую-то, пишете описание. То есть говорите, для кого этот курс будет включен, там, для всех или пока он еще отключен, пока вы его создаете. Да? Нажимаете на кнопочку «Создать», да, все, у вас создан вот первый курс. То есть вы создали первый курс вот с таким вот непонятным названием. Да? Выбрали список уроков,
Появляется кнопочка «Добавить урок». Нажимаем на кнопочку «Добавить урок». Опять же, придумаем название этого урока. А вот сюда вот вставляем уроки. Их можно брать просто-напросто и копировать со страниц нашего обучения. Просто берем вот так вот, копируем и вот у себя вот здесь вот вставляем. Ну, например, сейчас вот возьму, представьте, вот это я скопировал. Вот нажал на кнопку «Копировать», перешел сюда, вот вставил. Вот, пожалуйста, урок. Нажал «Сохранить». Придумал, будет ли для этого урока домашнее задание, либо не будет, вот отсутствует, либо будет домашнее задание. Написал, что человек должен вам ответить в домашке, да? Выбрал, как эта домашка будет проверяться автоматически, либо вручную, то есть человеком, то есть вами. И пока вы ее не проверите, человек не перейдет к следующему уроку. Нажал «Сохранить». И все, пожалуйста, у меня в моем курсе появился первый урок. Количество этих уроков ничем не ограничено, их может быть достаточно много, может быть 2-3. Вы эти уроки с помощью стрелочек вверх-вниз можете перемещать, чтобы у вас была структурированность вашего курса, потому что довольно часто добавляешь какие-то новые уроки в курс, который ты считал уже полностью законченным. Да? И вот с помощью этих кнопочек можно спокойненько двигаться и получать то, что вы хотите. Вот таким вот образом вы можете создавать именно свое обучение. Итак, коллеги, те, кто смотрит, есть какие-нибудь вопросы? Кто-нибудь захочет создать свое обучение? Понятно, как работает наша система. Понятно, то, что мы делаем, это не обучение как таковое, это подключение уже к практической схеме работающей. То есть мы каждую неделю, два раза в неделю проводим 2 вебинара. Да? Мы под каждый вебинар создаем рекламные материалы. Да? У нас есть инструкции, как этими рекламными материалами пользоваться, как людей приглашать на эти мероприятия наши. Как обрабатывать заявки. То есть это все не обучение, это все-таки инструкции по применению. То есть вот я на прошлом вебинаре приводил такой пример. Есть учебник, да, есть инструкция по эксплуатации. В чем отличие? В учебнике все общее, да, инструкция по эксплуатации, на какие кнопки нужно нажимать, чтобы получать результат. Вот у нас это инструкция по эксплуатации. Вопросы. У меня директорский тариф, он уже не работает. Ну, во-первых, если вы зайдете в свой личный кабинет, выберите раздел, да даже можно не выбирать. То есть если вы зайдете в свой личный кабинет, так, я уже его закрыл, то под разделом в пункте тариф написан ваш выбранный тариф, и внизу написано циферками, сколько дней еще вам осталось. Вот сколько этот тариф действует. То есть, так как у нас директорские тарифы Ольга Васильевна раздавала всем одновременно, у меня написано, что еще там 100 с лишним дней, поэтому тариф действует. Вот вы еще и можете пользоваться, когда он закончится, вы можете оплачивать директорский тариф, чтобы ваше обучение было видно приглашенным людям. То есть каждый, у кого директорский тариф, уже давно может сделать свое обучение. Так, еще какие-нибудь вопросы есть? Значит, что я сейчас сделаю? Я сейчас людям, которые находятся в нашем чате, я скидываю вам, коллеги, вот такую вот ссылочку. Напишу здесь «Подключайтесь». Подключайтесь. Я кидаю эту ссылочку. Все, что вам нужно будет сделать, это просто по этой ссылочке пройти, придумать себе имя, и вы попадете в комнату. Сейчас я поделюсь уникальным секретом. Хотя что-то сейчас прям уже как-то не хочется им делиться, но обещала, надо делать. А за это время, пока я буду делиться секретом, лайфхаком своим с людьми, которые, возможно, на этом закончат нашу встречу, да, а с участниками нашего чата мне бы хотелось немножко поговорить и показать вам, как все-таки пользоваться Крелло. Потому что нужно создать картинку, показать, кто не решил смотреть обучающие уроки на самой платформе. Вот именно это я хочу вам сейчас после небольшого перерывчика сделать. Так, все, вижу, Татьяна подключилась. Благодарю, что с камерой. Так, значит, наверное, нам как-то... Пока я вам звук отключу, потому что я слышу, что вы говорите. Ай, а зачем вы ушли, Татьяна? Так, ладно. Коллеги, кто подключается, микрофончик отключайте, потому что будет идти двойное эхо. Так,
Сейчас прям исключительно нет, не буду даже делать мини-перерыв. Сделаю мини-перерыв после лайфхака. Итак, коллеги, у нас праздники. Вот прям вот грядут, да? Ой, уже звенит. А праздники – это значит алкоголь. Все почему-то считают, что русские пьют. Но русские, если мы глубоко копнем, там, где мы еще были, там, именно русскими, да, не так много мы уже пили. Но вот за советское время любой праздник, да, то есть наш любимый фильм, который показывают к Новому году, это «Об алкаше и красавице», как его в Польше называется, да, «Ирония судьбы», и там реально люди пьют. То есть, ну, нет никакого, скажем так, праздника сейчас у нас без вот того, что называется алкоголь, да, я тут даже написал, видите, антивирус, ну, замечательная вещь, универсальная, лечит все, зубы, головные боли, там, депрессуху снимает. То есть вот все с помощью вот этого вот замечательного вот продукта, да. Но каждый человек в своей жизни проходит как бы 3 таких этапа. Первый этап, Татьяна снова вернулась, окей. Первый этап – это когда вы всю ночь бухаете, да, там занимаетесь бог знает чем, а утром такой, о, живчик, там все класс, да. Вот, коллеги, совет не для вас. Есть третий этап, это тоже, ребят, не для вас, то есть когда вы всю ночь спите, а утром как будто вы всю ночь не знаю, чем занимались. То есть, ну, коллеги, это уже надо чем-то другим заниматься, да. Но есть второй этап, на котором, кстати, очень многие люди и находятся. Это когда вы там всю ночь квасили, да, а утром, мама, зачем ты меня родила, там и так далее. Больше не пью никогда. Вот, ну, это дикие головные боли, ну, наверное, многим понятно, о чем я говорю. Вот, кстати, у меня вот этот вот второй этап одно время был прям очень быстро, наступал очень быстро. То есть уже вечером начинала болеть голова, и, возможно, это из-за сосудов. Но невозможно, как говорят. Может быть, из-за того, что, пил не с теми или там не то. Ну, в общем, много чего. Ну, то есть голова начинала болеть уже вечером. Я уж не говорю про утро, когда вообще вычеркнутый день из жизни. Вот сейчас я медленно, но уверенно возвращаюсь на первый этап. Я не могу вам объяснить, почему это происходит. Возможно, из-за того, что меньше начал психовать, да, исчез такой раздражитель в виде жены, все. И как-то жизнь стала лучше, жизнь стала веселее. Но я думаю, что все-таки занятие йогой и самое главное, то, что у меня, я бы вам показал соседнюю комнату, постоянно работает аромадиффузор, да, но мне прям очень нравятся эти запахи, да. Из-за того, что я бальзамчиком нашим постоянно пользуюсь, каждое утро у меня начинается с того, что я пью косточки, они мне уже вообще не кажутся горькими, я их там уже просто так вот лью через горлышко, да, и пью. Вот только поэтому на людей, которые ходят в масках, мне их как-то жалко смотреть. Вот, ну, возможно, скорее всего, это все вместе, да. И вот делюсь своим эффектом, своим секретом. Почему у меня сейчас не болит голова? То есть вот вчера вот эта вот талка, вот я ее выпил ровно половину в одно лицо, но, как видите, сейчас даже вот живой и здоровый, и если бы сейчас нужно было идти на йогу, я бы пошел. Да? Почему? Потому что есть очень простой, но очень эффективный способ. Неважно, что вы пьете. Вот если вы покупаете вот эти вот напитки в красном и белом, вот там вот покупаете, то, коллеги, неважно, за 300 рублей или за 3000, или там за 15 тысяч вы не что-то покупаете, назвать алкоголем это сложно. Ну, то есть, возможно, там есть какие-то спирты, и, возможно, они даже не совсем технические, да, но пить это для здоровья чревато. Ну, кстати, красное и белое работало всю пандемию, это считается, что самое нужное для здоровья людей, да. Вот если вы покупаете что-то подобное, и хотите на следующее утро, чтобы у вас не болела головушка, есть очень простой совет или очень простая рекомендация. Моя личная. Вот масло 33 травы. Это лично мой совет. Вот этот пузырек, он уже абсолютно полный, кончился. Я постараюсь сейчас что-то из него выкопать, да. Но специалисты советуют масло лимон или масло апельсин. Есть тут у нас один такой специалист. Я вчера попробовал и с этим. Но, честно скажу, для меня больше нравится 33 травы. Что нужно сделать? Нужно масло капнуть в бутылку. Причем на пол-литра всего лишь 2, ну максимум 3 капли. Но в бутылку, как вы понимаете, особенно если мы говорим о водке, которая все-таки хоть как-то водка, да, здесь сифон, да, то есть вы сюда не накапываете, то есть и не надо пробовать. Плюс, чаще всего уж пьете не один,
И когда вы будете пытаться что-то в общее капать, ну просто побьют, особенно если народ уже на состоянии, когда готов делиться какими-то эмоциями. Поэтому что делаю я? Ваша личная рюмочка. Вы берете продукт любой, наливаете в эту рюмочку, надеюсь, видно. Это водка, реально водка. Ну, дал бы понюхать, но все равно не учувствуете. Вот налили продукт. Я беру масло 33 травы. Капаю. Ну, блин, ну, смоги. Ну, еще чуть-чуть. Выручай. Ну, все, короче, вчера я докапал тут все полностью. Пузырек пустой. Сделаем с лимончиком. Или с апельсинчиком. Ну, с цитрусовыми. Вот смотрите, капелька. Одна. Больше не надо. Сильно не наклоняйте. Оп, ой, две. Ну, две. Капнули. Значит, капаю наши масла, то есть компания Vivasan. Вот как сказал один очень грамотный человек, компетентности которому я полностью доверяю, эти масла можно употреблять вовнутрь. Я бы вам сейчас показал масла компании Greenway, которые у меня тоже стоят. У них даже нет того, что называется дозатор, вот этой вот пипеточки, да, их надо лить вот, блин, вот через так вот горлом вот, переливать. Но назвать это натуральным маслом, которое стоит еще 300 рублей, но я не могу. То есть, понимаете, чудес не бывает. Но нельзя сделать качественный продукт за 300 рублей. Это все равно, что идете к рынку, да, там цыгане продают типа золото. Выглядит как золото, но это не золото. Вот с маслами та же самая ситуация. Они пахнут так же, да, почти так же. Вот, но это не натуральные масла. Если мы говорим о маслах, которые ценник, ну, 200-290 рублей, на то, что продается в аптеках, то, что продает Greenway. Наши масла, они, конечно, подороже, но качеству этих масел я доверяю, и поэтому с чистой совестью вот капаю даже по 2, по 3 капли вот такую маленькую рюмочку. Теперь сразу лучше не пить. Опять же, как говорят специалисты, надо дать верхней нотке уйти. Вот она, наверное, ушла. Что мы получаем вот после этих 2 капель, даже на бутылку? На рюмку это просто вот эффект. Перестает пахнуть сивухой. Те, кто нюхает водку, народ, вот это вот для вас вот прям вот решение, особенно для первой рюмки, которая всегда идет тяжело. Вы накапали масло, все, уже можно нюхать, то есть уже не пахнет вот никакой-то гадостью. То есть в данном случае все-таки лимон, да, скорее всего лимон. Не скорее всего, а лимон, да. Пахнет лимончиком. Вот кто пил чачу хорошую, вот ее тоже можно нюхать, потому что она пахнет, ну, хорошая чача, которую сделали не для продажи, а для себя, она тоже пахнет натуральными какими-то вещами. Вот сейчас мы из любого говна, извините за выражение, капнув только одну, а в моем случае 2 капли масла лимона, получили то, что прям можно пить с удовольствием. И пьется очень легко и мягко. За Vivasan. Вот, закусывать абсолютно не хочется. Мягонько. Вот наш специалист говорил, что здесь должны какие-то сивухи отложиться. Но ничего не видел. Может быть, такой у меня не совсем вымытый стаканчик. Все. Вот в принципе, что вам нужно сделать? Вот такой одной рюмочки, ну если вы их там 3, 4, 5 выпиваете, вам хватит с забавлением масла. В остальные уже можете ничего не капать. Все, башка на следующий день точно болеть не будет. То есть эксперименты проводились для объемов до 0,5. Вот до 0,5 вот встаете утром и пошли хоть куда, на йогу, на работу, там бегать, прыгать и так далее. А больше 0,5 эксперименты не проводились. Ну, потому что как бы, ну, не тянет вообще уже в последнее время пить, потому что есть другие, более интересные способы проводить время. Все! Основная часть кирдык. Включаю снова цыган. И после вот такого небольшого перерывчика музыкального продолжаем. Это Слава Оглы. Это человек, которого я лично знаю, которым я помогал. И вот редко о чем жалею, но вот то, что я бросил с ними работать, я реально жалею. То есть это были, наверное, одни из лучших времен моей жизни. Так, где они? Моя любимая песня называется «На солнышко». Ай, извините. Хотел вообще все вас закрыть тут.
Сейчас, наверное, включу вам демонстражку. А сейчас покажу, где они ее поют на свадьбе. Нет, это не то. А, вот она. Все, извините. Я понимаю, кому-то уже нужно на работу, но кому нужно, бежите. А, нет, это они в балагане, не на свадьбе. Не, ну Славу можно долго слушать. Вообще я его очень люблю как человека. Так, а куда все подевались-то? Так, кто-то гостем зашел. Ладно, цыгане, значит, никому не понравились. Ладно, окей, народ. Кто-нибудь зайдет еще из чата? Так, это кто у нас под словом «гость»? Игорь. Да, я. Это Людмила Александровна. На что нажать, чтобы написать имя? Да и не надо ничего, пишите. Все, надо было писать, когда вы входите. Так. Я только что зашла. Да, ну и отлично. Просто вот это поле, которое вам предлагает заполнить, его нужно было вбить имя и все. Так. Ну, что-то у нас как-то народ куда-то весь пропал. Куда у нас народ пропал?
Ну, так, Наверное, не нашли ссылку, как и я. Она в контенте. так, ладно. Сейчас мы еще раз ссылку скинем. Так. Ссылка. Сейчас я еще и в чат кину. Так, вот кто-то еще подключился. Жанет. Окей. Включаю. Утро доброе. А что не на работе-то? Так, вот кто-то еще подключился. Жанет. Сейчас я попробую тут поуправлять окошками. Вот, отлично. Ну, давайте камеры все отключать. Теперь я тут буду один, как дурак, с камерой сидеть. Ладно, хорошо, как скажете. Все, коллеги, давайте не будем тогда еще никого ждать. Значит, что я хотел сегодня с вами обсудить? Я вам хотел с вами обсудить следующее. Демонстрацию экрана включать не буду, чтобы показывать список нашего чата, потому что у нас все-таки там наши контакты, да, и это, наверное, будет не совсем верно. Коллеги, я решил, об этом я уже тоже говорил, это уже по большому счету как-то даже не совсем есть смысл обсуждать, что те люди, которые ничего не выкладывают из того, что мы делаем в чате, еще кто-то у нас подключился, я просто-напросто этих людей, не скажу, что я их буду удалять из чата, нет, я просто их перенесу в раздел, который называется там «Мысленно с нами» или там «Делаю, что могу». Я прекрасно вас понимаю, потому что, ну, видимо, какие-то другие приоритетные задачи. Но поймите, если мы тратим звук помехи, это что значит? Не совсем понял. У меня звук помехи. Не, у меня вроде как бы ничего не поменялось. Нет, тебя хорошо слышно. Ну, ничего. Просто я ничего не менял. Да, все нормально. Коллеги, я просто-напросто вот в этой части таблицы, которая называется у нас «Активные пользователи», оставлю тех людей, которые выкладывают что-то в свои социальные сети, которые сами проходят по другим профилям и делают какую-то активность. Потому что вы поймите, что сейчас, даже если вы выкладываете хороший контент, а основная задача нашего чата именно создавать такой хороший контент, если вы не вкладываете деньги в платное продвижение этого контента, то есть не заряжаете его в платную рекламу, то охват, то есть количество людей, которые его увидят, он, мягко говоря, незначительный. Поэтому его нужно хотя бы подталкивать. И вот то, что мы делаем написанием своих комментариев, лайков, мы все-таки подталкиваем тот контент, который вы выкладываете в своих социальных сетях. Но если кому-то, ну, не хочется ничего выкладывать, он просто состоит там в списках нашего чата, смотрит, что мы там делаем, использует там для каких-то своих целей этот контент, ну, прекрасно. Я вас просто-напросто возьму и перенесу, ну, чуть ниже. Если вы обратили внимание, я добавил такую отдельную строчку. Вот зайдите в вебинарный план на нашу страничку, список участников чата VivaStart Content, посмотрите. Я там добавил строчку, в которой написал «Обязательная публикация». Вот мы сделали публикацию по чернике, да. Добрый человек, ответственный писатель, да, написал текст. Он тоже на это время потратил. То есть, ну, минимум 2 человека работали над созданием этого контента. Я там делал какие-то картинки, человек писал текст. То есть 2 человека были задействованы, и далеко не все решили воспользоваться результатами нашего труда. То есть получается, что мы это делали непонятно для кого. Ну, опять же, без всяких обид. Но кто-то воспользовался, и вот кто воспользовался, мы вас оставим в разделе, который называется «Активные пользователи». Всех остальных просто будем двигать туда вот вниз. Причем, насколько я понял, я обратил внимание на то, что кто-то в каких-то социальных сетях выкладывает то, что мы делаем, в каких-то нет. Но опять же, чтобы не тратить время на посещение ваших пустых страниц, я страницы, ну, в которых вы ничего не выкладываете, просто-напросто возьму и удалю на них ссылки, и все. Потому что если вы сами хотя бы раз ходили по страничкам других людей, вы понимаете, о чем я говорю. Зашел, а там нет ничего. Ну зачем я потратил время на эти вот действия просмотра страницы, которая не занимается по своим продвижениям? Ой, я тут смотрю, у нас народу тут прибавилось, надо было вниз так полистать. Коллеги, вы пока отключите телефон, особенно у кого там что-то квакает, каркает.
Я просто могу это сделать сам, всем подключать телефон, но лучше сделайте это вы, у кого там какие-то идут непонятные звуки. Идея понятна? Все с включенными микрофонами, но все молчат. Скажите Да, что-нибудь. Понятно, понятно. То есть, понятно. Да, понятно. все понятно. То есть, ну, опять же, вы поймите, это все делается для удобства работы тех, кто что-то работает. Ну, хотя бы сами раз пройдите по страничкам, увидите, что там нечего даже пролайкать. Ну, зачем на эти страницы заходить? Ну, спустим вас вниз и висите там. Вот такая вот идея. Теперь, мы создавали этот чат для чего? Для того, чтобы сделать доступ к профессиональной версии Крелла. Вот сейчас у нас 10 человек имеют доступ к профессиональной версии Крелла. То есть вы можете создавать какой-то свой контент и тоже выкладывать его в нашем чате, чтобы не один человек работал, да, а чтобы работало несколько. То есть у нас сейчас как бы уже работают минимум двое. Да? Я там что-то рисую и кто-то пишет, то есть наш дежурный. Но хотелось бы к рисованию подключить еще и тех, у кого вообще-то есть платный доступ к нашей платформе Крелл. Кто посмотрел уроки на Крелла? Есть такие люди? Кто посмотрел уроки? Игорь, у меня не получается подключиться. Куда подключиться? К общему чату. Ты подключена к общему чату. Что бы я ни делала, я вот... Ну вот по ссылке я захожу, но я захожу только в свой, этот, и все. А общего чата, не общего чата, общей папки у меня нет. Понял. Значит, возможно, ты раньше регистрировалась. Я в личном кабинете на бесплатном доступе. Да. Скорее всего. Ты просто прошла как бы личную регистрацию, ты не работаешь в команде, у тебя нет про-версии, понимаешь? Это в основном случается у тех, кто уже до этого регистрировался в Крелла, да, и я не могу вас подключить как-то нормально к команде. Вот кто раньше не регистрировался по этой почте в Крелла, да, они все нормально подключились, и у них есть то, что называется личный аккаунт и аккаунт команды. Я сейчас это покажу. Значит, я сейчас постараюсь показать вам достаточно быстро, как я создаю свои рисуночки, то есть по той методике, которой пользуюсь я. Сейчас я включил демонстрацию экрана, я сейчас включаю Крелла. Вот он. То есть вот посмотрите, вот здесь вот в правом верхнем уголочке, если вы правильно подключились, у вас должен быть личный аккаунт, то, что вы делаете лично для себя, никто больше не видит, и аккаунт Vivastars Content, видите, вот. То есть вообще-то для того, чтобы видеть все, что сделала команда, у вас вот здесь вот в настроечках должен быть выбрать вот Vivastars Content. Я зашел как владелец, потому что я вас всех присоединял, а у вас будет просто команда, наверное, Vivastars. И вот я уже вижу, что кто-то чего-то создавал, потому что вот эти вот дизайны, точно создавал не я, да, то есть, значит, кто-то что-то делает, то есть тогда непонятно, почему вы это не выкладываете в наш общий чат, потому что кому-то, возможно, ваши работы тоже понравятся. Итак, как создавать контент, как создать, вот, например, как я создавал вот эту вот картинку для своего рекламного поста. Я вам покажу ту методику, которой пользуюсь я. Из чего она начинается? Она начинается с того, что вы заходите вот на главную страничку, то есть нажимаете на Крелла, да? И на главной страничке первое, что вам нужно сделать, это правильно выбрать формат картинки, которые вы будете создавать. То есть формат реально очень важен, потому что я на многих ваших страницах видел, что вы квадратное изображение пытаетесь фигачить в истории, которые вообще-то должны быть вертикальными, да? Либо, например, историю, которая вообще вертикальная, вы размещаете на стене, и она тоже обрезается. То есть, если вы хотите, чтобы то, что вы делали, правильно отображалось, то есть выглядело точно так же, как делаете вы, вам нужно определиться, подо что вы создаете картинку. Но вот чаще всего или большинство социальных сетей поддерживают квадратную картинку.
Но тот же самый Facebook, тот же самый Instagram, что является частью Facebook, сейчас начали поддерживать вертикальные картинки, как в Pinterest, такие вытянутые. Они очень хорошо заходят, очень классно смотрятся. И когда вы их пытаетесь обрезать в квадрате, это теряется очень много красоты. Я буду по-простому создавать вот такую квадратную картинку для Instagram-публикации, то, что является классикой. Выбираю этот квадратик. У меня открывается сразу дополнительная страничка. Вот это вот главная страничка, а вот это вот страничка, где вы создаете квадратный свой дизайн. И посмотрите, что происходит. Вам предлагают вот такой вот чистый белый квадрат, на котором вы можете рисовать с нуля. Если у вас есть уже в голове видение, что вы хотите нарисовать, пожалуйста, можете рисовать с нуля. Я это никогда не делаю, потому что нужно четко понимать, что публикация в социальных сетях, в классических, живет 1-2 дня. И если вы что-то будете делать больше 7-10 минут, это уж очень большие временные затраты, понимаете? То есть если вы создаете видео для YouTube, вот здесь нужно посидеть и поупираться, потому что видео для YouTube живет очень долго. На моем канале смотрят ролики, которые я записывал 5-6 лет назад. Точно так же, если вы создаете что-то для Pinterest, тоже нужно посидеть и поупираться, потому что там публикация живет достаточно долго. Если мы говорим о ВКонтакте, о Фейсбуке, Одноклассниках, то есть там публикация живет 1-2 дня. Ее нужно делать быстро и достаточно качественно. Поэтому здесь однозначно нужно делать на основе какого-то шаблона. И вот шаблоны, они вот у вас слева. Вы можете их покрутить и посмотреть, что вам предлагают для того, чтобы создать какую-то картинку. Дольше всего занимает время именно подбор вот этого вот шаблона. Вот больше всего тратится на это время. Как я подбираю шаблоны, это вот моя методика, я с вами делюсь. То есть я не смотрю, что нарисовано на картинке, я не смотрю на сами картинки, я вообще на это не обращаю внимания. На что я обращаю внимание? Я обращаю внимание на то, какое количество текста мне нужно на этой картинке разместить. Вот почему я говорю, напишите название, то есть что вы хотите из текста увидите на картинке. Потому что если вам нужно разместить много текста, нужно искать шаблон, который позволяет разместить много текста. Если вам там 1-2 слова разместить, то ищем шаблон, где вот 1-2 слова. И смотрим, как этот текст располагается по самому шаблону. То есть, например, почему я выбрал вот этот вот шаблон, на основе которого я делал. Потому что я хотел вот здесь вот написать онлайн-обучение и вот здесь вот сделать расшифровочку. То есть проблема онлайн-обучения. А вот здесь вот хотел написать Vivasan. Все. То есть я нашел шаблон, на котором все, что я хочу написать, уже сделано. То есть есть места, где весь текст, который у меня лежит в голове или какой мне попросили разместить на картинке, место для него есть. Идея понятна? Понятно. Понятно, да? То есть я, еще раз повторюсь, не смотрю на сами эти картинки, а просто выбираю, как расположен на этих картинках текст. Когда нашел похожий, нужный мне шаблон, я в первую очередь начинаю изменять этот текст. То есть щелкаю по самому тексту. Сразу хочу сказать, что Крелла иногда притормаживает. То есть бывает, что вы все делаете верно, а он как-то за вами не успевает. Вот если вы щелкнули по тексту, у вас должно появиться то, что называется... Рамка. Вот видите, с левой стороны у вас появились элементы настройки текста. Вот если они у вас появились, значит все. Вы сейчас можете работать с текстом. Я беру, например, это все счастье, удаляю и пишу заново. Но что я делаю и что вам рекомендую делать? Так как у меня шаблон с английским текстом, а я буду писать по-русски, я не удаляю весь текст. Почему? Потому что, когда я начинаю набирать по-русски, обратите внимание, у меня поменялось чаще всего написание текста. Потому что большинство шрифтов, они не поддерживают русский язык. И поэтому моя задача найти такой шрифт, который похож на исходный. Потому что если я принципиально поменяю начертание шрифта, у меня изменится вообще весь мой шаблон.
Вот, например, с Digital у меня будет все проще, потому что я здесь по-английски напишу Vivasan. И вот как вот тут написано, так и останется. А вот с русскими шрифтами, если вы взяли шаблон, в котором уже изначально написано по-английски, нужно быть внимательным. То есть нужно подбирать шрифт, который вы хотите взять и себе поменять. То есть здесь, поймите, только все методом научного тыка. То есть подбираете тот шрифт, который похож на исходный. Вот, например, эти кусочки я оставил и смотрю, на что это похоже. Ну, вот, например, больше похоже вот на вот это. Да? Вот. И если шрифт поменялся, я начинаю его подбирать таким, вот, какой я хочу его оставить. Потому что желательно не менять начертание шрифта, иначе это закончится, ну, реально плохо. То есть ваш шаблон куда-нибудь уедет вообще не туда. Вот как у меня сейчас. Так, выделяю. И начинаю искать похожий шрифт. Ну, например, может быть, вот этот. Вот. Все, возвращаюсь. Жирный у меня включен. Здесь печатаю то, что я хотел. Онлайн обучение. Ну, без ошибок, да? Если, например, у меня текст не умещается в эти рамки, их можно растягивать. На рамочках есть кружочки, которые позволяют вам тянуть вот так вот пропорционально, и полосочки, которые позволяют вам растягивать эту рамку непропорционально в одну сторону. Я вот такой взял и вытянул. Вот смотрите, у меня в исходном шаблоне текст был на одном уровне, то есть окончание заканчивалось вот с этим низом. Я тоже это делаю. С маленьким текстом произвожу те же самые действия. Вот здесь вот пишу расшифровку. То есть поработал с текстом, исправил то, что мне нужно. У текста есть еще один очень интересный элемент. Это расстояние между буквами. Их тоже можно менять, их можно уменьшать, можно увеличивать. И если у вас текст написан в несколько строчек, вы можете увеличивать расстояние между строками. Тоже бывает очень нужно для того, чтобы сделать это более наглядно. Вот так вот, например. С текстом я закончил. Но будем считать так. Теперь мне нужна картинка. То есть вот эту картинку, например, я хочу поменять. А как это сделать? В Crello есть стандартные картинки. Они находятся под шаблоном. Вот в разделе «Фото». Щелкаем на фото и смотрим на те картинки, которые вам предлагает сам сервис. Тут достаточно много и очень качественных картинок. Вот в Crello есть такой глюк, который мне не очень нравится. То есть вообще-то, когда вы выбрали картинку, вот которую я хочу заменить, взяли картинку, на которую вы хотите заменить, вы ее, прижав левую клавишу, тянете, и вообще-то эта картинка должно произойти то, что я вам показал. Она должна автоматически замениться. Иногда это не происходит. Поэтому либо это тормозит ваш компьютер, либо интернет, либо вообще весь сам сервис. Но должно произойти то, что я вам показал. Одна картинка должна замениться другой. Если по каким-то причинам вас не устраивают те картинки, которые вам предлагает сам сервис, а, кстати, вот здесь вот в строке поиска вы можете что-то писать, и он вам будет искать, например, написал «дети» и «дети». Вот он мне начинает искать детей, видите? Я, например, беру и заменяю детьми. Вот. Все это можно вот так вот двигать. Да? Здесь написать Vivasan. Теперь, что еще нужно делать или можно делать с картинками? С картинками можно делать, опять же, те же самые действия, как и с текстом. Их можно брать за кругленькие точечки и увеличивать пропорционально. Можно, если есть такая возможность, брать их за прямые, а у этой картинки нет возможности, потому что она будет деформироваться. И картинки еще можно, то, что, как говорят, вот видите, вот здесь вот около уголочка, их можно вот так вот вращать. Что еще можно делать с картиной? Вот обратите внимание, я специально взял эту картинку, у которой так называемый однородный фон. У Crello есть классная функция, которая называется «вырезать фон». Так, а где она? Так.
Но у этой картинки она мне почему-то не позволяет ее вырезать. Так, обрезать фон. Что ж такое-то сегодня? Так. А если картинку опускать, чтобы головы были видны, получается? Чтобы картинку опускать, есть такая функция, которая называется «обрезать». Вот нажимаешь, и если картинка, например, не да, то есть ты начинаешь ее кадрировать. Вот это действие «обрезать», оно вообще-то должно называться как кадрирование. Вот я взял, видишь, вот это действие. Но я не могу найти функцию, которой я постоянно пользуюсь, это обрезка фона. Вот здесь появляется кнопочка, которая называется «обрезка фона». То есть что это можно сделать? Можно из этой картинки сделать картинку с вырезанным фоном, и тогда она не будет своим фоном, например, закрывать вам какое-то изображение. Честно, не понимаю, куда она исчезла. Что еще можно сделать с картинкой? С картинкой можно делать вещи, которые называются фильтры. Да? То есть вы можете точно так же, как в своем Инстаграме, накладывать на картинку какие-то фильтры, и она у вас будет, вот видите, автоматически вот так вот меняться. И еще одна полезная вещь с картинкой. Цвет фона Вот меняется? фон можно вырезать. Вот да, цвет фона можно менять. И в картинке, когда вы вырежете, и, например, вот здесь вот. Я выбираю, например, вот этот вот квадратик, да, видите, здесь написано «заливка». Щелкаю сюда и выбираю, например, совершенно другую заливку. Вот такую. Так, почему не выбирается все? Но это просто белый фон. То есть вы можете взять квадрат обрезанный. Да, вы можете взять какую-нибудь картинку, например, вот такую синюю, положить ее на ваше изображение. И вот обратите внимание, вот я сейчас взял, положил новый элемент на то, что я делаю. Он у меня закрыл, он лежит сверху. Но у сервиса есть такая штучка, вот здесь кнопочка, видите, порядок слоев. И вы можете свою картинку, свой элемент, который вы только что наложили на то, что вы создаете, например, брать и опускать там вниз или вверх. Например, взял его вниз, вот он у меня лег под текстом. А могу взять его, сделать фоном. Вот у меня сейчас вместо моего белого фона стала вот эта вот картиночка, видите? Вот, и да, то есть удалять фон можно только у той картинки, которая лежит фоном. Вот видите, сейчас у меня картинка на синем фоне, то есть дети. Я сейчас могу ее немножко взять так, растянуть. И вот появилась кнопочка «Удалить фон». Нажимаю на эту кнопку, и он мне начинает этот синий фон вырезать. То есть у меня сейчас будут дети на прозрачном фоне. То есть это то, что делал сервис, который я вам показывал, ну, вот, когда у нас были уроки на платформе. Хороший сервис, он берет из любой картинки и обрезает фон, если он однородный. Вот сейчас 100% закончилось. Сейчас, смотрите, синяя у меня исчезнет, будет белая. Вот, видите, как у меня преобразилась картинка. Она у меня стала так вот обрезанной. Я сейчас возьму ее и там вниз заткну, вот, за детей. Ну, не лучший, конечно, пример, но смысл, как это работает, немножко понятно. Что я вам еще хотел? Ну, например, вот опять же, здесь ее можно двигать, там, перемещать куда угодно. Если она вам не понравилась, нажимаете Delete. Текст тоже можно на... Да, еще раз. Текст тоже можно двигать. Текст там тоже можно цвет. Цвет, я имею в виду, выделить, например, красная подложка, и там черный цвет тоже можно сделать. Ну, вообще, не в данном. Когда вы вошли в режим, у вас есть заливка. Вот, например, взяли там какую-нибудь другую заливку цвета, поменяли. Вот, что тут я еще делал с цветом? Ну, можно его форматировать, то есть выравнивание его делать, там, подчеркивание, ну, то есть такие вещи стандартные. Вот, что еще? Я понял, если вы хотите сделать какую-то заливку за этим цветом, но я это делаю... Да. Тут есть такой элемент, который называется объекты, видите? Вот, объекты. И вы, например, можете в объектах поискать кисти. Я это делаю в игре. То есть я ищу... вот они, видите?
Вот беру вот эту вот штуку, да, вот у Мгм. меня появилась вот такая вот такая вот как бы росчерк, да. Я его двигаю. Хочу, чтобы у меня, например, вот этот вот росчерк был вот на таком фоне. Он у меня сейчас закрыл текст. Почему? Потому что он у меня лежит сверху. Я его беру, вниз двигаю, и вот так вот получается. То Мгм. есть в качестве вот этого вот Мгм. выделения может быть любая картинка, любая фигура и так далее. Вот фигуры, объекты, есть специальный раздел, который так и называется «Объекты». Что еще? Если по каким-то причинам вам не хватает вот этих картинок, вот этих вот фигур, которые вам предлагает сам сервис, вы заходите в раздел «Папки», вот сюда, выбираете «Загрузки» и выбираете «Загрузить какое-то изображение». Берете любую картинку, которую вы нашли, а я все, что делаю, я ищу в Яндекс.Картинках. То есть захожу в Яндекс, пишу, что я хочу найти, там «Бегущая девушка» или там «Духи» и так далее. Он мне находит какие-то картинки, вот. Я их скачиваю себе на компьютер и потом через кнопку «Загрузить изображение» загружаю в сервис Trello. Все, когда я его загрузил, вот то, что у меня загружено, вот видите, вот оно здесь появляется. Теперь я эти картинки могу просто точно так же вот брать и перетаскивать на свои дизайны. Вот. Сейчас берем, обрежем, вот так вот сдвинем. Ну да, но очень похоже на канву. Принцип канвы такой же. Да, все точно так же. Это похожие сервисы, они только отличаются количеством дизайнов, ну и какими-то незначительными нюансами. То есть, когда Trello не тормозит, он, в принципе, работает ну, почти так же, как Canva. Canva вот в этом отношении работает более стабильно, если честно сказать. Вот, то есть вы можете Мгм. теперь на основе готовых шаблонов либо брать какой-то шаблон, который сделала команда, а вот на главной страничке, видите, последние дизайны команды. Вы можете брать любой уже созданный кем-то шаблон, да, поменять в нем текст, либо просто взять, наложить какой-то новый фон, либо, например, анимировать. Вот, кстати, анимация очень хорошо работает и позволяет из любой картинки сделать видео. То есть нажимаете, когда вы выбрали все изображение, например, взял, вот все я выбрал, вот все выбрал, у меня появится кнопочка «Анимировать». Ну, вот здесь вот это лучше видно. Вот. Нажимаю «Анимировать» и выбираю, как я хочу сделать анимацию. Вот такую, либо вот такую. Все, включаю анимацию, готово посмотреть, как у меня будет выглядеть. Вот видите, у меня какая-то картинка фоном будет просто-напросто выплывать. И я сейчас из обычной картинки сделал видео. То есть, когда я буду эту картинку скачивать, смотрите, нажимаю кнопочку «Скачать», у меня будет предложение скачать как видео MP4, но я могу ее скачать как картинку, например, выбрав JPEG. И в зависимости от того, что вы хотите разместить, что у вас лучше заходит, а видео всегда заходит лучше, просто выбираете нужный вам формат, нажимаете «Скачать», и этот файлик скачивается на ваш компьютер. Идея понятна? Игорь, Да. скажите, оформление контента вот своего там в разных соцсетях лучше делать на одном сервисе или это не имеет значения? Это не имеет значения. Главное, опять же, нужно четко понимать, что единственная социальная сеть, которая так жестко выдерживает, как у вас все это выглядит, это социальная сеть Инстаграм. Потому что когда вы заходите на свой профиль в Инстаграм, все, что вы делаете, выкладывается вот в виде этих квадратиков, блин. Видите? И если у вас нет того, что называется стиля единого, у вас все начинает пестрить, вот, ну, как вот у меня. И вот, конечно, для Инстаграма очень важно выдерживать этот стиль оформления, причем даже очень важно выдерживать, в какой последовательности вы все это выкладываете, потому что люди могут посмотреть на вашу работу вот так, как бы сверху. Если мы говорим о нормальных социальных сетях, там, конечно, желательно придерживаться какого-то единого оформления. Но так как это у вас растянуто в виде ленты, вот, растянуто в виде ленты, то
понять, как вы это оформляете, Ну да, бывает, там общей картинки нет. общей картинки не видно, и народ просто двигается по вашей ленте, и он уже оценивает каждую картинку как отдельный законченный элемент, понимаете? А вот для Инстаграм вот это вот стиль и даже расположение, это очень важно. Поэтому если вы найдете несколько шаблонов, которые у вас хорошо заходят под, например, продукцию, под ваши рекламные посты, под оформление вашего там личных историй, то вы будете очень много времени сокращать на создание этого контента, понимаете? Вы просто быстренько берете готовый шаблон, например, с главной страницы из раздела уже готовый, взяли какой-то готовый шаблон, который вы уже делали, да, взяли в этом шаблоне, поменяли только один элемент, да, там женщину оставили или там другую женщину сделали, а здесь взяли, поменяли, например, один продукт на другой. Например, взяли вот так вот. Вот. Ай, промахнулся. Кстати, кнопочка «Отменить» также работает. То есть, если что-то сломали, ну вот то, о чем я вам говорил. То есть, вроде все делаю верно, видите. Может, из-за того, что открыто много вкладок, может быть, еще и может, из-за того, что точно не навел. Вот эта вот фигня, она мне в Крелло очень часто происходит, в Canva такое бывает не очень часто. И последнее, что я вам сегодня покажу. Вот, например, вы сделали квадратный вариант под продукцию. Но вы понимаете, что у вас очень хорошо просматриваются истории, да, либо вы еще активно пользуетесь Одноклассниками, и там квадратные вещи, ну, не формат. Нажимаем вот на эту кнопочку, видите, рядом с кнопочкой «Скачать», «Изменить размер». Он вас спрашивает, подо что вы хотите поменять этот размер. Ну, например, возьму и изменю подо что. Ну вот Pinterest графика, то есть это должно быть что-то вертикальное. Вот выбираю и говорю «Изменить». Так, у кого-то там микрофон включился. Вот посмотрите, что он мне сделал. Он мне взял ее. Так, сейчас вернусь, кого-то обрублю. Понять бы кого. Ладно. У кого микрофон включен, пожалуйста, отключите, потому что идет вот это эхо. Значит, где она у меня, эта картиночка? Вот, она у меня стала более вытянутая. Теперь я ее просто могу и вот уже позиционировать под другой формат. Что-то растягивать точно так же, чтобы уже занимало чуть больше места, потому что у меня вытянутый формат изображения. Все. И вот теперь я, видите, нажав на одну кнопочку «Изменить размер», растянул картинку, и теперь она у меня уже готова под другой формат, под вертикальные и вытянутые штуки. То есть абсолютно ничего сложного, если посидеть и немножко вот поработать. Значит, зачем я вам все это показал? Я вам показал только с одной корыстной целью. Так, отключите, блин, микрофон. Ку-ку. Во, кто-то отключил, отлично. Коллеги, зачем я вам это показал? Только с одной корыстной целью. Вот у тех, у кого есть нормальный доступ именно к Pro-версии, вот не как у Юли, да, она заходит, и у нее нет возможности пользоваться Pro-инструментами. Потому что у Крелла ограничения. Если вы на бесплатной версии, у вас ограничивается в количестве скачиваний. Canva ограничивает в контенте. Там есть контент для платного и для бесплатного тарифа. Крелла ограничивает в количестве скачиваний. То есть вы можете пользоваться всеми инструментами, но скачать из сервиса можете только в ограниченном количестве. И вот бесплатный тариф для Крелла, он интересен для тех, кто уже четко определился с шаблонами. То есть вы можете на основе одного и того же шаблона... Сколько, Игорь? 10, кажется, если я помню. Вот, и если вы взяли какую-то... Месяц. 10. 5. Ну, 5 в месяц, Игорь, я в шоке. Я понял, у кого орет микрофон. Я этого человека... Нет, не у него. Странно. Тут, к сожалению, в студии я не вижу, у кого микрофон работает, у кого эти штучки. Поэтому отключайте, пожалуйста, сами, потому что вот это кваканье, оно не радует. И если вы в Крелло определились
на каком шаблоне вы будете делать свои изображения, то, меняя шаблон много раз, вы его будете скачивать. Крелла будет считать, что это одно скачивание. Он считает скачивание разных шаблонов. А если вы делаете все, что вам нужно на основе там 5 шаблонов, вы можете их постоянно менять, заменять вот эти картиночки, вот, и скачивать. То есть он будет считать, что вы скачиваете как бы один и тот же шаблон. Вот тоже так можно этот сервис использовать. Но мы купили Pro-версию для того, чтобы ей пользовались. И вот смотрите, если сейчас из тех 10 человек никто не будет создавать контент и выкладывать его в социальные сети, выкладывать в наш чат, я просто-напросто этих людей удалю из команды и скажу, что, пожалуйста, у нас есть доступ к платформе для других людей. Может быть, подключатся новые люди к Крелла и начнут создавать контент. Потому что, сидеть, занимать чье-то место, извините, зачем? Потому что все очень переживали, когда там кому-то не хватило места. Я давал ту версию, которую мы покупали с Игорем. Но у нас есть профессиональная версия, легальная, да, поэтому те 10 человек, которые сейчас находятся в команде, пожалуйста, что-то делайте. Я вам даю на это еще на 1 неделю. Если в течение недели никто ничего не выложит, я вас просто нафиг поудаляю из команды, из Крелла, и приглашу в команду новых людей, которые, возможно, начнут что-то делать. За неделю взять и создать какой-то один хотя бы шаблончик для себя на основе там своего видения каждый из вас может. Вот повторите те действия, которые я вам показал. Сделайте что-то. Будет понятно, что вы этим сервисом пользуетесь, а не просто занимаете чье-то место. Все. Вопросы? Все. Игорь, если попробовать удалиться или через какую-то другую почту зайти, может так получится? Очень хочется попробовать. Значит, смотри, тебе нужно взять другую почту и ссылку открыть в другом браузере, чтобы не тот браузер, в котором ты потому что он считает пароли, которые там сохранены, и он понимает, что это ты. Поэтому новый чистый браузер, копируешь эту ссылку на приглашение в этом браузере, открываешь, и все окей, должно быть. Хотя у тебя, у Игоря не получилось. Попробую. Еще вопросы? Так, коллеги, все, вообще-то уже надо бежать на работу. Мы на 30 минут даже тут держались. Все, всем спасибо, всем, кто был. Еще спасибо, Игорь. Да, Спасибо, будем делать картинки. Да, делайте картинки до следующей субботы. Пока.